Всем привет! Вы на канале AMFM, и в этом видеоролике я, как и обещал, покажу еще один вариант, как сделать искусственный очаг своими руками. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы убедитесь, что этот вариант искусственного огня очень эффектный и реалистичный. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, нам обязательно понадобится вот такой вот электрический увлажнитель воздуха. Его сейчас может купить практически каждый. Он продается в любом китайском интернет-магазине и стоит вполне доступных денег. Итак, для нашего будущего костра нам необходим вот этот генератор тумана. Емкость подходящего размера. Это зависит от того, насколько большим вы хотите сделать наш очаг. 2 старых кулера от компьютера, несколько пластиковых бутылок, светодиодная лента, красного и желтого цвета. Желтой светодиодной ленты у меня не оказалось, поэтому я взял обычную светодиодную гирлянду на батарейках. Кусочек гибкого шланга, обыкновенный садовый шланг, и небольшой пластиковый уголок. А для того, чтобы сделать портал для нашего будущего очага, я воспользуюсь обычной картонной коробкой. Также, опять же, подобранной примерно под размеры будущего камина. При опускании нашего генератора в емкость с водой он начинает генерировать водный туман. И при определенных условиях этот туман будет выглядеть как настоящий огонь. Для начала я возьму крышку от пластиковой емкости и проделаю в ней 4 отверстия, для того, чтобы наш пар выходил наружу. 2 отверстия я проделаю, отступив по 2 сантиметра от края. И также 2 отверстия я проделаю, отступив 5 сантиметров от центра. Центр у меня останется, так как мой парогенератор будет бить потоком воды в центр, и вода не будет выплескиваться наружу. Я немного расширил отверстия при помощи ножа, и они получились где-то примерно 6-8 миллиметров. Теперь я также беру контейнер. И для того, чтобы плотно крышка закрывалась, я сбоку проделаю отверстие под провод в контейнере, а также в крышке. Делать я это буду при помощи раскаленной отвертки. Давайте теперь включим наш парогенератор. Он начал генерировать дым внутри контейнера, и если надавить на его края, то мы можем увидеть, что из отверстий порывисто выходит пар. Но чтобы он поступал всегда и равномерно, для этого воспользуемся кулером от компьютера. Берем обычный компьютерный кулер, который запитывается от 12 вольт. Он будет нагнетать нам воздух и выдувать тем самым пар из контейнера. Чтобы вся эта система работала, мне также понадобится трубка пластиковая, также пластиковый переходничок в виде уголка, ну и сам кулер. Уголок я также при помощи горячей отвертки приделаю на верх крышки, примерно посередине, у края. К нему
потом присоединю сам шланг и также при помощи горлышка бутылки присоединю его к самому кулеру. Первым делом я сделаю отверстие под уголок. Готово. Вот я из бутылки сделала такой диффузор и в него вставила кусочек гибкого шланга. Этот диффузор я одену поверх кулера, чтобы он нагнетал воздух и посылал его в контейнер. И приклею на горячий клей. Я все приклеил, и теперь эту конструкцию можно присоединять к нашему основному контейнеру. Также уплотняется у нас тут переход между шлангом и уголком при помощи горлышка бутылки, и присоединяется все к кулеру. Чтобы это все было поплотнее и пар ниоткуда не выходил, я проклею это горячим клеем. Я все проклеил, наш кулер немного наклонен, но так и нужно, он все равно будет прекрасно работать. Сейчас я все проверю, подключу кулер, и мы посмотрим, как выходит наш пар. Подключаем. Я подключил кулер, и все работает. Наш пар выходит наружу. Но поскольку он тяжелый и опускается вниз, что не совсем похоже на языки пламени, которые должны устремляться вверх, я буду использовать второй кулер, который будет его засасывать. Но обо всем по порядку. Для начала я займусь подсветкой нашего пара. Сначала я беру светодиодную ленту красного цвета. Поскольку тут у нас пар и будет небольшое количество влаги, я использую вот такую вот светодиодную ленту в силиконовой оболочке. И вам советую. Приклеиваем светодиодную ленту рядом с нашими отверстиями. Для того, чтобы наш пар устремлялся в одном направлении, я сделал из потолочной плитки вот такую вот мини-трубу. И для лучшей подсветки во внутренней ее стенке я также наклею маленькие кусочки красной светодиодной ленты. Данную трубу я также приклеиваю на горячий клей. Я все приклеил, и давайте в очередной раз проверим, как же это все работает, но теперь с подсветкой, более реалистично. Включаем парогенератор, подсветку и кулер. Мы видим, что наш пар начал генерировать, и при помощи подсветки он равномерно подсвечивается. Подсветка слишком красная, и чтобы ее разбавить, я возьму гирлянду на батарейках. Она желтого цвета. Я под размер сложила ее несколько раз и просто вставляю
ее туда. Чтобы пар выходил также равномерно, я немного распределю ее. И сделаю это при помощи отвертки или шила. Теперь включим уже желтую гирлянду. И дым у нас становится похож примерно на огонь. Но, как я уже говорил, он опускается вниз. Эту проблему мы сейчас попробуем решить. Из картонной коробки, как я и говорил, я сделал вот такой вот портал для нашего будущего камина. Также несколько деталей, которые будут помещаться внутрь. Это две также картонные стенки. Одна стенка будет вставляться в этот край. А другая другой. А на этих стенках будет держаться вот такая вот верхняя деталь, в которой я проделала отверстие для второго кулера, который у нас будет засасывать пар, чтобы он выглядел как огонь. Я вставляю его сюда и вклеиваю. Вот, все готово. А эта панель будет вот здесь. Вот таким вот образом. Для того, чтобы закрыть всю нашу конструкцию и при этом украсить наш будущий камин, я сделала вот такие вот декоративные угли с подсветкой. Сейчас я просуну провод и помещу их туда. В углях я проделала отверстие, и этим отверстием я вставляю в нашу импровизированную трубу, чтобы совпали ровно две прорези. Эти угли я сделал из обычной светодиодной новогодней гирлянды и монтажной пены. Гирлянду я на пергаменте разложил в хаотичном порядке и залил пеной, после чего шпажкой сделал рельеф как бы углей и покрасил черной матовой краской. Вот такой эффект углей у меня получился. Сейчас я вам продемонстрирую, как они мерцают. Угли немного горят, мерцают. У них есть режимы, как и у обычной гирлянды. Сейчас я выключу свет, и вы все увидите. Ну а сейчас я хочу вам показать, как будет выглядеть наш камин, если мы запустим все его части одновременно. Как видите, этот вид искусственного огня получился самый эффектный и реалистичный.
Первый кулер подает туман из контейнера, он подсвечивается, а второй кулер засасывает его наверх, что создает эффект живых языков пламени. Тем, кому понравился этот видеоролик, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. И кто не видел моих предыдущих роликов о создании искусственного огня своими руками, обязательно по ссылке перейдите и посмотрите их. Всем пока-пока, до новых встреч!